Всем привет! Как видите, после того, как я сделала маску для лица, у меня отек спал, и сейчас, видите, вот прекрасное личико опять снова. Но сегодня хотела бы рассказать не об этом, а хотела бы рассказать о том, как я вылечила свою дочку от кашля. Э, Плюс ко всему я себя вылечила от кашля народными средствами. Это не таблетки, допустим, от кашля. Единственные таблетки от кашля, которые мы пьем, когда начинаем болеть, это АЦЦ, ну и простые наши вот эти мукалтин. Вот. Но у меня был кашель где-то года 3 подряд. Кашель этот связан с тем, что у меня профессиональная деятельность была 20 лет парикмахерства, и понимаете, это уже как бы получается идет на профессиональном уровне с тем, что легкие забиваются мелкими волосами, забиваются легкие лаками, химией различной, и плюс сама экология очень такая у нас нехорошая. Так вот, я кашляла 3 года подряд, вплоть до того, что было так, что у меня начиналась аллергия страшенная. У меня как бы и так аллергия есть, но тут была аллергия на моющие средства. То есть мне стоило зайти в какой-либо магазин и почувствовать там нечаянно, так негаданно, как говорится, какую-то обработку. Все, у меня начинался приступ вплоть до того, что до обморочного состояния. И мои друзья, они мне посоветовали такое средство. То есть первое средство идет, значит, масло берется сливочное, и туда натирается чеснок на мелкой терке. Все это натирается, перемешивается, и можете это масло сливочное потом кушать постоянно, добавляя там либо в суп, либо на хлебушек намазывать, там еще что-то, то есть постоянно кушать вот это вот масло. Но такое масло не захотят дети есть. И когда у меня дочка стала очень сильно болеть, я ее вылечила другим способом. То есть я уже сама, можно сказать, как бы отчасти химичила. Это берется на пол-литра молока. Неважно там какого, магазинского, не магазинского, там домашнего. На пол-литра молока берется целая головка чеснока, не чищенного. Ну, соответственно, чтобы без грязи был этот чеснок. Все это ложится, значит, в это молоко, кипятится минут 5 и добавляется туда, значит, сейчас помню, добавляется туда кусочек сливочного масла, пол чайной ложки соды пищевой, корица, тоже где-то, наверное, пол чайной ложки пищевой, чайной ложки. И еще можно добавить имбирь. Вся вот эта вот ядерная смесь перемешивается между собой. И желательно это выпивать на ночь, для того, чтобы хорошо пропотеть. Реально очень сильно потеешь после этой смеси, потому что она разогревает очень хорошо изнутри. И вот за счет того, что так вот хорошо прогревает, вся вот эта гадость начинает выходить наружу. Честное слово, сознаюсь, у меня прямо вот ошметки, какие-то вот белые полосы вылетали где-то сантиметра по 3. Когда я начинала кашлять, у меня все это отходило, как мокрота такая застоявшаяся. Она была очень-очень густая, можно сказать, даже чуть-чуть подсохшая. Но это средство реально спасло нас даже от того, что у меня ребенок очень сильно болела. Она, ну, как бы залеченный бронхит у нас был. Вот. Поэтому средство это проверенное, на желудок не влияет, на, как сказать, побочных эффектов, можно сказать, нету. Потому что это даже было на ребенке проверено, да, вот так вот. Ну, и я как подозреваю, мы, видимо, нынче с дочерью переболели коронавирусом, запах мы вообще не чувствовали.
в легкой форме, и я сразу же тоже это средство стала наводить. Я не говорю, что это панацея от всех болезней, но, знаете, на войне все средства хороши, поэтому добавочно к лекарствам я считаю, что это безвредное средство. А так, всем привет, до встречи.